follow me, everything is alright. I'll be the one to took you in at night, and if you... Добрый день. Хочу рассказать вам немного об Excel. Большинство, конечно, знает, что такое Excel, а многие даже знают, какие неограниченные возможности он содержит. Но я хочу рассказать о другом. Не так давно в Excel появилось очередное, не побоюсь этого слова, революционное новшество. Excel теперь может работать на уровне ячейки со связанными типами данных, так называемые Linked Data Types. Это открывает совершенно новые возможности для разработчиков, и, естественно, для пользователей. Вот об этом я хочу рассказать, возможности кратко, и тем самым в очередной раз подчеркнуть свою любовь и преданность этому революционному приложению, которое подарил нам Microsoft, процессору электронных таблиц Excel. Давайте начнем. Вот открою я приложение. Приложение в классическом виде использовалось для анализа данных, полученных с сервера. Данные – это накопленные за несколько лет списки Forbes, о которых, наверное, многие знают. Это приложение сделано для того, чтобы получить максимальные возможности для аналитических исследований показателей компании за длительный период, достаточно длительный период времени. Давайте, собственно говоря, начнем с самого начала. Я покажу вам, что лежит в основе. Вот это данные в формате таблицы Excel, который сам по себе уже является несомненным достижением и позволяет исследователю решать очень многие вопросы аналитические. Значит, здесь готовая таблица. Все расчеты были проделаны в сервере. И сюда поступают только обработанные данные. Все просто, в общем. И теперь посмотрим страницу, с которой я и начну рассказ о тех самых новых типах данных. Итак, вернемся к начальной странице нашего приложения и выберем картинку. Вот страница с диаграммой. Здесь все очень понятно и просто. Некая компания выбирается, и на диаграмме получается все базовые данные активности этой компании, доступны из списка Forbes, рыночная капитализация, и добавлены рейтинги компании в этих списках Forbes. За период, как вы видите, с 2006 по 2020 год. Это то, что было. И, в общем-то, это достаточно банально и очевидно. Теперь перейдем, собственно говоря, к тем самым новым типам данных, о которых я хотел вам рассказать. Смотрите. Левые столбцы – это данные, скопированные из основной таблицы. Как я уже говорил, импортированные из приложения сервера. Но тут есть важное отличие. В эту колонку Company добавлены некие данные. При определенных действиях данные, которые добавлены сюда, превращаются в тот самый новый тип данных, о котором я говорил. Это так называемые связанные типы
данных. Что это реально дает, мы сейчас тоже увидим. Вернемся на тот самый лист, с которого мы начали свое повествование. Вот сюда. Вот видите, стрелочка. В этом окошке мы видим компанию, которая по умолчанию стоит. И видим все ее данные доступные, полученные с серверов торговой площадки Нью-Йоркской фондовой биржи. Вот это тот самый связанный тип данных, который позволил получить данное представление. Ну вот вы видите, что данные получены по состоянию на 12 января 2021 года 0,58. Сегодня у нас что? Сегодня у нас 14. Давайте обновим эти данные и увидим, вот для чего создавался и как используется такой тип данных, о котором я рассказываю. Вот началось обновление. Обновляются данные, конечно, не только компании Sony, а идет запрос к всем торговым площадкам, которые на сегодня, таких компаний, которые подключены к серверам, 2275. Ну, то есть еще не все. Предстоит дальнейшая работа, но и не все будут подключены, о чем станет понятно позже. Ну вот вы видите, пока мы говорили с вами, данные обновились, значит, на 14 января 15:35 по времени Нью-Йорка. Вот это и есть новый тип данных. А теперь, наверное, чтобы показать всю силу и возможности, давайте вернемся в основное окно этой страницы, листа, и выберем какую-нибудь другую компанию. Ну вот ближайшую давайте выберем, чтобы долго не рыскать. Вот это вот. Это же пример, поэтому нам не важно, что мы там выбираем. Желающие выберут их любимую компанию или ту компанию, за которой они пристально следят. Ну вот она нарисовалась. И по этой же стрелочке мы пошли. Да, вот ее, значит, все данные, которые уже здесь вот нарисованы, они тоже используют новый связанный тип данных. Ну а теперь по стрелочке пойдем обратно. Ну, здесь уже говорить не о чем. Вот все видно. Это та компания, которую мы только что выбрали. Вот все ее данные. Обновленные, поскольку мы перед этим проделали обновление и запрос к серверам торговых площадок. Все здесь есть, что интересует аналитика или может заинтересовать аналитика на данный момент времени о данной компании, с текущее ее состояние на биржевой площадке. Ну, с этим, по-моему, все понятно, да? Давайте тогда вернемся туда, откуда мы начинали, и я вам расскажу, что такое новый тип данных на практике. Вот как получить вот это вот из вот этого. Ну, давайте посмотрим, например, какой-нибудь компании. Ну, вот, например, вот это. Здесь вы видите в ячейке точная копия ячейки Company Forbes. Ну, а теперь вот раз, и мы сделали запрос. И что этот запрос показал?
Он показал, к сожалению, что Хатчисон Вампуа на торговых площадках западных, европейских и прочих не торгуется. Да, сразу скажу, что запросов к японским торговым площадкам пока что не осуществляется. Ну и таким образом, вот вы видите, что какие-то компании получили связь с биржами, какие-то нет. Не знаю, работает ли здесь искусственный интеллект. Думаю, что да, в какой-то степени, поскольку огромная работа, которая делается в автоматическом режиме, а вот здесь вот 4000 компаний с лишним вот в этой колонке, и одновременно запрашиваются все торговые площадки и обновляются данные по всем компаниям. Но этот искусственный интеллект, если он присутствует, он довольно-таки капризный, и иногда приходится давать легкого пинка под зад ему, а может быть и несколько таких пинков, для того, чтобы получить нужный результат. Ну вот давайте я вам покажу, что это означает на практике. Вот на примере вот этой компании, Intel Game Technology. Вот не хочет он ее видеть, потому что Forbes, те операторы, которые составляют эти списки, а это люди, они, например, поленились написать International Game Technology, а написали Intel Game Technology. Но этого оказалось достаточно для нашего искусственного интеллекта, чтобы он не смог найти ничего подходящего. Давайте поможем ему. Это то, что называется легким пинком под зад, с вашего позволения. Вот так вот. Ну и что? Запрашиваю. Ну вот, как видите, Excel с помощью своего искусственного интеллекта, ну и с легкой помощью моей, нашел эту компанию, нашел ее на Нью-Йоркской бирже, и мы, в принципе, можем ее разглядеть и там, откуда мы начинали свою историю. Ну так, для любопытства. Ну, видите, компания-то не сильно радовала Forbes. Попадала в эти списки давно, в 2006, 2007, 2008 году. Но на бирже она торгуется, уважаемая компания. Давайте посмотрим. Вот она здесь. Вот ее название полное. Ну, адрес, если кто-то собирается туда подъехать в ближайшее время. Число сотрудников. Дата, которую мы уже видели. Ну и все данные компании, которые дает Нью-Йоркская биржа по компаниям, которые торгуются на ее площадке. Наверное, на этом можно было бы и закончить. Но я еще хочу сказать пару слов. Ведь это только начало. И насколько мне известно, вот в ближайшие месяцы в Excel появится более 50 новых связанных типов данных, которые открывают действительно очень большие возможности новые для разработчиков и аналитиков в интересующих их областях. Ну вот на этом я бы хотел закончить свое повествование. Наверное, добавлю только одно, что для того, чтобы более
четко получить представление о связанных типах данных, вам придется немножко разбираться в этом деле. Здесь все достаточно просто, и не только для тех, кто разрабатывает или анализирует, но и для пользователей слегка, скажем так, продвинутого уровня, чтобы понять, что к чему, и начать использовать. Ну вот на этом пока все. Давайте и остановимся. Follow me, everything is alright. I'll be the one to took you in at night.